Следственный комитет при МВД России, что 25 декабря 2009 года в Следственное управление при УВД города Новороссийска им были переданы ходатайства по делу 921-15-58, в том числе о признании Лазаревой Ирины Александровны потерпевшей по делу, о признании Лазаревой Ирины Александровны гражданским лицом, истцом, вместе с исковым заявлением о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, о возбуждении перед судом ходатайства на наложение ареста на имущество Лазарева Юрия Павловича и Еремеевой Натальи Григорьевны, в том числе на объекты недвижимости, право собственности на которые Лазарев Юрий Павлович приобрел при использовании поддельных документов, а также о приобщении к делу объяснений Лазаревой Ирины Александровны. Уведомление о рассмотрении ходатайств заявителю направлено только 16 февраля. Я подчеркиваю, что дело было открыто 13 ноября 2009 года, а 16 февраля мы наконец-то получили. При этом удовлетворено было единственное ходатайство о приобщении моих объяснений к делу. Потерпевший по делу, по мнению следователя Деготь, Лазарева не может быть признана, так как объектом преступления, предусмотренной частью 1 статьи 327 УК Российской Федерации, является установленный законом порядок изготовления и выдачи официальных документов. Впоследствии использовать заведомо ложный документ, следователь предпочла просто не заметить. Гражданским истцом Лазарева Ирина Александровна, как указала следователь Деготь, не может быть признана, поскольку у следствия нет оснований полагать, что вред Лазаревой причинен преступлением. Не располагает следствие и данными о совершении преступления Лазаревым Юрием Павловичем и Еремеевой, ровно как и сведениями о получении ими имущества в результате преступных действий, о чем ходатайство на наложение ареста на имущество названных лиц возбуждаться не будет. Как следует из письма прокуратуры Краснодарского края от 3.02.10.16.11.144.08 и постановления заместителя прокурора города Новороссийска от 28.01.2010 года по делу экспертом ЭКЦ ГУВД Краснодарского края проводится, вернее уже проведена судебно-почерковеческая экспертиза на предмет определения подлинности подписей, исполненных от имени Лазаревой, об отказе от права собственности. Между тем, документы, подлежащие исследованию, даже не изъяты из гражданских дел Октябрьского и Приморских районных судов города Новороссийска. Каким образом возможно было произведение экспертного исследования этих документов, просто не поддается пониманию. Кроме того, поручение производства экспертизы названному выше экспертному учреждению не может способствовать правильному и объективному расследованию и разрешению дела. У нас уже есть опыт с этой организацией, мы сталкивались с этой организацией. Ходатайство о производстве экспертиз почерковеческой и технической о времени изготовления документов в Федеральном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции Российской Федерации следователь просто проигнорировал. И вот в марте 2010 года я получаю как раз на 8 марта от ИО начальника следственной части СУ при УВД по городу Новороссийску Егоровой от 25.02.10 письмо. В ходе предварительного следствия были проведены все необходимые следственные и следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление, для привлечения его к уголовной ответственности. В настоящее время лицо, совершившее данное преступление, установлено не было. И 13.02.2010 года уголовное дело за номером 921-1558 было прекращено в соответствии. Дело было возбуждено в ноябре и прекращено 13 февраля 2010 года. За все это время не было проведено никакого расследования. 2,5 года я пытаюсь доказать, что против меня совершено преступление, и что это сделали Лазарев и Еремеева, заручившись высоким покровительством. Летом 2009 года начальник следственного управления при УВД по городу Новороссийску Краснощеков, в данный момент он просто следователь, получив мое очередное заявление с пометкой прокуратуры разобраться, даже в лупу при мне посмотрел на печати нотариуса Еремеевой и увидел и сказал мне о том, что они фальшивые.
и предложил мне обратиться к адвокату, дав мне его визитку. На мой вопрос, зачем же мне адвокат? Адвокат-то нужен Еремеевой и Лазареву. Ответил, что без моей этой встречи с адвокатом продолжать разговор со мной не будет. Я встретилась с этим адвокатом, который озвучил мне сумму, за которую уголовное дело будет возбуждено, и до суда якобы и Лазарев, и Еремеева будут под арестом. Ты же понимаешь, что если они будут на свободе, то с их деньгами и покровителями уголовное дело прекратят быстро. Заплатить озвученную сумму в $150 тысяч я была не в состоянии. Да и россказням адвоката я просто не поверила. Краснощеков, поняв, что денег не будет, тон сразу поменял, чаем меня угощать перестал, в лупу больше он не смотрел. «А кто вам сказал, что уголовное дело будет возбуждено? Я вам ответ по почте пришлю». Вот уже скоро год, как ждем ответа. Многое из действий милиции просто не поддается пониманию. Например, создание спецгруппы милиционеров под руководством следователя Сурнакова. Как мне сказала адвокат Оптина по телефону, ты их достала своими жалобами. Лазарев добился организации спецгруппы, и ломать тебя будут по беспределу. По беспределу — это ее буквальные слова. И ты как миленькая от борьбы откажешься. Я уже говорила, что на мое счастье со мной несчастье случилось. Я руку поломала. Как раз тогда, когда группу милиционеров организовывали. Я в Москву клинику на операцию, а они замки резать в доме. Арестовали квартиранта, не меня. На наши жалобы о беспределе милиции нами был получен ответ, что спецгруппа была создана для обеспечения сохранности движимого имущества Лазарева Юрия Павловича, а на самом деле всю мебель он за год до описанного события вывез в свои дома в Краснодар и в Геленджик. На вывоз мебели я подала кучу заявлений, есть свидетели этого. И самое главное, движимое имущество ему просто не принадлежало. В суде Октябрьского района есть определение судьи Ивановой, где Лазарев от раздела имущества отказывается. Во всех объяснениях милиции сплошная ложь. И это понятно, они люди подневольные, так же, как и районные судьи. Им приказали, вот они и выкручиваются как могут. И это будет продолжаться до тех пор, пока им не будет дана команда сверху провести расследование, как мы с дочерью стали бомжами. Сверху это или сам президент, или Генпрокуратура Российской Федерации, или следственные комитеты при прокуратуре и МВД. Не ниже, так как у покровителей Лазарева и Еремеевой положение в крае очень высокое. Это председатель и зампредседатель краевого суда. Услышьте же меня, господин президент, помогите прекратить безобразие, творящееся вокруг.